но сегодня вы умрете. Какой глубокий вдох, мальчик. Неважно, кто вы такой, но если вы осмелитесь сделать мне что-то плохое, то сегодня ваша душа улетит прочь. Старый пожиратель душ собирает души и очищает их, калеча живых существ. Сегодня день вашей смерти. Квазиимперские солдаты — это интересно. Я не знаю, сколько жизней потребовалось, чтобы принести это в жертву, так что вы не можете оставить это себе. Если эта злая земля будет открыта будущими поколениями, я не знаю, сколько магических культур будет выведено, так что давайте полностью уничтожим ее сегодня. Мастер, не могли бы вы научить меня изображать пальму, которая только что упала с неба? Я хочу научиться этому трюку. Это так величественно. Я тоже хочу остаться в объятиях мастера. Вы маленькая девочка в фильме «Первая, кто успешно отрабатывал операцию на зрачках». А затем еще раз, на этот раз, чтобы вернуться к ней после того, как сможете приступить к практике. Вы только сейчас находитесь на втором этаже царства золотых пилюль, а затем вы крадете кого-то другого, чтобы обогнать вас. Что какое у тебя лицо? Станьте старшей сестрой клана Ванфа, мастер. То, что вы сказали, имеет смысл. Я буду хорошо тренироваться, когда вернусь. Иначе в будущем никто не будет называть меня старшей сестрой. Старейшина Шень, возвращайтесь в секту. Увидьтесь с патриархом, эти дети позади меня. Вы договоритесь, чтобы кто-нибудь отвез их в резиденцию ученика разнорабочего и подал заявку на получение статуса ученика разнорабочего для них. И большинство из этих детей еще не практиковались и не могут открыть долину. Распорядитесь, чтобы кто-нибудь построил столовую. Повинуясь приказу патриарха, вы все последуете за этим старейшиной в вашу резиденцию, и они организуют вашу будущую практику. Старейшина Шень, вы возьмете эту пару сестер-близнецов и пойдете к правой двери. Пойдемте со мной, я провожу вас до внутренней двери. Эй, у вас все еще уютно в вашем собственном доме. Динь, поздравляю ведущего с успешным завершением миссии по уничтожению секты демонов и получением удовольствия. О да, у меня есть еще одна подарочная упаковка. Система запускает игру. Динь, поздравляем хозяина с получением священного лекарства, чешуи дракона, 100 фруктовых деревьев и меча уничтожения императора, 4 красных карт вызова персонажей и 1 карты улучшения культивации без побочных эффектов. На этот раз награда была хорошей, и действительно была выдана красная карточка для вызова персонажа. По мере того, как ведущий выполняет задания, награды будут становиться все богаче и богаче. Система использует уровень восстановления для обновления карты, а уровень восстановления для обновления карты, чтобы использовать средний уровень восстановления хоста Динг для начала взлома. Это и есть царство покойного императора? Оно слишком сильное. С моим врожденным телом бога и демона и вершиной великого царства мира я использую 4 карты вызова персонажей в системе уничтожения. Кто эти люди? Это тот, кто хочет напасть на нашу секту 10 тысяч Дхарм. Все 4 очень сильны и быстро сообщат об этом старейшинам. Ученики, не бойтесь, это я. 4 старейшин Ваньфадзуна только что вернулись из ретрита. Старейшины моей секты слишком сильны. Только что я был напуган дыханием этих старейшин, и у меня немного подкашивались ноги. Брат Цай Фан, только что со мной было то же самое, я чуть не описался. Подчиненные Чу Тянь и Чу Фэн ловят облака, чтобы увидеть мастера, а подчиненные Фэн Цинь Юй, чтобы увидеть мастера. Вы 4 сначала отойдите в сторону. Этот меч действительно хорош. С вами моя боевая мощь может подняться на новый уровень. Это и есть стиль высшей силы.
Давайте все вместе узнаем, чем занимается моя секта 10 тысяч Дхарм. Молодое поколение – это старейшины секты Тиньян. Это старейшина долины Байхуа. Несколько дней назад ученики двух наших сект были выслежены сектой небесных демонов в тайном царстве Тиньюань. К счастью, ученики Гуйцзуна спасли друг друга. Сегодня мы специально привели наших учеников, чтобы выразить им нашу благодарность. Подождите минутку, учитель. Секта Тиньян и Байхуагу прислали людей навестить нас. Не хотели бы вы встретиться с ними? Вы проводите их внутрь, а потом пойдете со мной, и я отведу вас на встречу с патриархом. Благодарю вас, старейшина, за то, что вы пошли со мной. Какая богатая аура, даже святая земля не может сравниться с ней. Старейшина Лю, мы вот-вот прорвемся. Мы действительно ничего не можем с этим поделать. И нам придется сначала пережить это, если мы ничего не можем с этим поделать. Старейшина Мэн, мы все такие же. Не можем это подавлять. Давайте продолжим, чтобы не заставлять патриарха ждать. Гости патриарха были доставлены в долину Байхуа секты Тиньяньмэн Тиньхуа. Лю Ланьсюэ привел своих учеников на встречу с Вань Фэцзуном. Патриарх не обязан быть вежливым. Пожалуйста, садитесь. Старейшина Шэнь угостил чаем нескольких гостей. Патриарх взял на себя смелость побеспокоить на этот раз. Главным образом, чтобы поблагодарить учеников Гуйцзуна за спасение двух наших учеников в тайном царстве Тиньюань. Не будьте вежливы, это именно то, что делают ученики. Это моя ученица Лин Тянь. В прошлый раз он и еще несколько учеников помогли брату Нину и встретились с ним. Спасибо брату Нину и нескольким старшим братьям и сестрам из Гуйцзуна за их спасение в прошлый раз. Двум старшеклассникам и нескольким друзьям-даосам не обязательно быть вежливыми. Убивать демонов — это моя работа. Ну что же, завтра вы возьмете с собой нескольких маленьких друзей, чтобы познакомить их с сектой. Это мастер, несколько коллег-даосов. Пожалуйста, следуйте за мной, и я покажу вам все вокруг. Двое, пожалуйста, используйте чай. Двое, пожалуйста, используйте чай. Спасибо потомкам патриарха. Не за что, просто выпейте чашечку чая. Дамы и господа, съешьте еще немного фруктового спирта. Дамы и господа, секта небесных демонов была уничтожена мной. Но я помню, что в последний раз, когда Тайное Царство сотрудничало с сектой небесных демонов, была еще одна, называемая Огненные ворота, верно? Какой сюзерен? Вы сказали, что Тяньмэцзун был уничтожен знатью. Да, в чем дело? Нет, ничего особенного. В прошлый раз, когда я выслеживал двух своих учеников и нескольких тиньцзяо в Тайном Царстве, несколько дней назад я послал кого-то в династию Тиньюй, чтобы они составили заговор против меня. Кроме того, я отправился в уединенный Ист-Сайд и обнаружил, что монахи из благородных кровей собирают посылки в знак предзнаменования, так что выстрел был произведен. Теперь, когда секта небесных демонов уничтожена, ее можно уничтожить только силами наших двух сект. Огненные врата. Очень хорошо. Если Огненные врата осмелятся сотрудничать с демоническими вратами, то не жаль, что эта секта погибнет. Ребята, в чем дело? Патриарх! Внутри этого кольца есть что-то такое, чему мы отдаем часть гонорара. Да, учитель. Несмотря на то, что все происходит как обычно, наша секта уже может справиться с этим. Я надеюсь, что патриарх не обидится. Мы рады приветствовать вас обоих, старейшина Шэнь. Примите это. Если на этот раз патриарха потревожит, мы сначала вернемся назад, чтобы обсудить время атаки на огненные врата и навестим старейшину Лю в другой день. У меня до сих пор дрожат ноги. Глаза мастера 10 тысяч законов подобны бездне, слишком таинственной и пугающей. К счастью, мы подружились с ним. Старейшина Мэн, учитель 10 тысяч законов, внушает людям сильное чувство угнетения. Перед ним мы кажемся муравьями. Существует также секта 10 тысяч Дхарм, но, за исключением учеников, никто из старейшин не может заглянуть за пределы базы совершенствования. Более того, окружающая среда в секте намного хуже, чем даже на Святой Земле. Действительно, внутри все как в сказочной стране. Если один день потренироваться в помещении, то можно продержаться на улице полмесяца. Старейшина Мэн, на этот раз мы многого добились.
Вернувшись после переваривания пищи, мы снова сможем проникнуть в окружающую среду. Давайте поспешим вернуться в секту и сообщим старейшинам этой секты о здешних новостях. Что случилось с учениками? Встаньте и говорите медленно, в чем заключается система плача и причитаний. Позавчера ученик вернулся в деревню, чтобы навестить своих родителей. Но когда он вернулся в деревню, то увидел трупы сотен людей в деревне. Когда вчера ученики отправились на поиски убийцы, они обнаружили, что не только наша королевская деревня, но и некоторые другие небольшие деревни и секты также пострадали от такого же убийства. Ученик был настолько беспомощен, что ему оставалось только вернуться и попросить секту о помощи. По вашим словам, это действительно похоже на средство культивирования зла. Вы возвращаетесь и ждете новостей. Я попрошу мастера-ученика поблагодарить великого старейшину. И вы прикажете залу миссии выдать несколько наград за выполнение заданий по культивированию зла. Просто чтобы ученики могли воспользоваться этой возможностью и спуститься с горы, чтобы испытать это на себе. Длительное выращивание в уединенном месте также не способствует их росту. Позвольте ученикам сформировать команду для получения опыта и пришлите еще нескольких старейшин, чтобы они тайно защищали население. Многие ученики только что практиковались в течение длительного времени, и их сила и опыт все еще относительно слабы. Но помните, что старейшины не должны помогать им до критического момента жизни и смерти. Вы также можете пойти в павильон Тиньбао, чтобы узнать новости и узнать, какие злые силы культивирования находятся на восточной территории, или хорошо известных мастеров культивирования зла. Мудрые люди знают, как с этим справиться. Патриарх, на этот раз мы также очистили большое количество эссенциальной крови. С их помощью наша секта Злой Луны сможет усовершенствовать множество пилюль души и крови, и наша сила определенно поднимется на следующий уровень. Успокойтесь все. На этот раз мы производим много шума, и это неизбежно привлечет внимание других сект. Поэтому в будущем мы должны действовать более осторожно. Как только нас обнаружат, все умрут. Вот что сказал патриарх. Старейшины, не забывайте, что в нашей префектуре Канву также существует могущественная секта 10 тысяч Дхарм. Поэтому будьте осторожны во всем. Дорогие старейшины, пусть ваши ученики не высовываются в течение этого периода времени, прекратите нападать на деревни и небольшие секты, и найди тех, кто одинок. Я подчинюсь приказу патриарха. Мастер Люге, прибыла ли партия ресурсов, которую моя секта заказала у Гуиджа несколько дней назад? На этот раз Гуйцзун заказал 2000 эликсиров, а также различные другие эликсиры. Запасов в филиале у Джоу недостаточно, и товары были перенесены из общего павильона. Товары должны быть уже в пути. Старейшина Цзэна также просит терпеливо подождать еще 2 дня. Спешить некуда. Мастер Люге, я здесь не для того, чтобы навязывать товар, но у меня есть кое-что, о чем я хотел бы попросить у вас совета. О, в чем дело? Старейшина будет руководить лично, и пока павильон Тиньбао может помочь, мы сделаем все, что в наших силах. Лорд Люге, в префектуре Цанву в последнее время неспокойно. Вы должны были слышать об этом. На данный момент я лично проверил это. Это действительно было результатом культивирования зла, и деревни 2 последователей секты были уничтожены. Я хочу спросить вас, какие злые секты или силы существуют в восточных регионах, или какие печально известные свободные злые секты существуют там? В последнее время в префектуре Канву действительно поднялась паника. Но в восточном регионе не так уж много злых культиваторов. Наши люди однажды узнали, что Тиньмацун совершал подобные действия, но Тиньмацун был уничтожен. О, секта небесных демонов, о которой вы упомянули, была уничтожена нашим патриархом несколько дней назад. По словам патриарха, секта небесных демонов — это не что иное, как секта демонов, она относится к монахам как к кровавой пище, высасывает эссенцию и кровь и развивает магические навыки. Секта небесных демонов уничтожена благородной сектой. Зачем поднимать такой шум? Это было всего лишь уничтожение небольшой секты небесных демонов. Старейшина Цзян, это моя клятва. Давайте поговорим о текущем вопросе. Существует также секта Преисподней, которая тайно занимается подобными вещами. Но секта Преисподней — это всего лишь второсортная сила, и она не должна поднимать такого большого шума. Напротив, существует секта под названием секта Сэйюэ, которая не отличается особой чистотой, и эта секта находится в префектуре Канву. Секта Сэйю — первоклассная секта. Я подозреваю, что именно они совершили то, что произошло в префектуре Канву на этот раз. Ох! По словам лорда Люге, эта секта Злой Луны действительно очень подозрительна. Действительно подозрительно, что она находится в префектуре Канву и обладает достаточной силой, чтобы совершить такое. Говорят, что культивирование этой секты — это все злые упражнения. Так что спасибо вам, господин Люге, за то, что вы рассказали мне об этом. Я внимательно посмотрю на эту секту Злой Луны и уйду первым. Через 2 дня я лично доставлю все необходимое в Гуйцзун. Позаботьтесь о старейшинах. Дядя Ван, немедленно сообщите об этом в штаб-квартиру и скажите моему отцу, что секта 10 тысяч законов, скорее всего, является той самой сектой, которая появлялась дважды. Да, мисс, я передам это сообщение. Цай Фан Фан, где нам следует искать подсказки дальше. Эй, я не знаю, что делать.
За последние 2 дня мы проверили эти секты, но не нашли никаких подсказок. Есть много учеников внутри и за пределами нашей секты, 10 тысяч дхарм. Есть ли какие-нибудь подсказки за эти 2 дня? Если произойдет какое-либо крупное открытие, ваш жетон секты сообщит вам о необходимости собраться давным-давно. Здесь есть убийцы. Хе-хе. Еще 2 важные должности являются экстраординарными. Эти люди немного странные, и в них есть что-то злое. Помните о том, что нужно держать язык за зубами. И по-прежнему хотите держать язык за зубами, когда вы оба снова станете утонченными. Будете ли вы жесткими или нет? Перестаньте нести чушь и сделайте это. Выделывая фокусы, как смеют все злые препятствия останавливать меня. Я жду, когда смогу идти. Ваш мастер чувствует себя настолько расстроенным, что отталкивает флаг формирования Цимэнь Дунзя для меня каждый раз, когда идет, ища мое облачение. А также мое дикое боевое тело. Не говоря уже о вашем высокоуровневом фиолетовом особняке Риэлм. Даже если это 3-й этаж пещеры, ты совсем не хочешь причинить мне боль. Как вы смеете уничтожать мою базу культивирования? Если бы я не спас вам жизнь, я бы забил вас до смерти ударом кулака. Кто вы такие, ребята? Это мы. Мы просто хотим передать вам деньги. Попросите 2 друзей даосов отпустить нас. Вы действительно думаете, что мы 2 дураки? Придурок, вы просто ублюдок. Пожалуйста, убейте меня. Вы не можете этого сделать. Я считаю до 3, и если я ничего не скажу, то дам вам одно лекарство. Я сказал, хватит болтать, скажите мне, кто вы такой. Мы просто люди из маленькой секты. Было бы здорово выйти и собрать немного ресурсов для совершенствования, а также осмелиться подразнить моего брата Хуани и связать его. Не позволяйте мне говорить, что мы из секты Злой Луны. Я старейшина-диакон секты Злой Луны, который пришел собирать души и кровь. Тем не менее, штат Канву, эти маленькие деревушки и небольшие участки земли – это то, что вам нужно. Не так ли способен на это? Если у вас есть желание пукнуть, скажите это быстро. Что-то вроде «группа ублюдков, братья Хуань». Сначала используйте строй, чтобы заманить их в ловушку. Я сообщу старейшинам и братьям. У этой секты Злой Луны есть сильное королевство королей, поэтому мы должны привести помощников. Хорошо, вы отправляетесь за повесткой в суд. Я наблюдал за всеми их учениками, которые пережили это снаружи, и сразу же собрались возле секты Злой Луны. Это был голос великого старейшины внешних врат. Похоже, старейшины уже выяснили, в чем проблема. А как насчет этих людей? Эти люди творят много зла. Не откладывайте это на Новый год. Убейте их всех. Как проходит переработка первой партии пилюль кровавой души? Патриарх может быть уверен, что первая партия пилюль будет выпущена сегодня, и патриарх сможет въехать в Святую Землю в это время. Очень хорошо. Обязательно найдите время, чтобы доработать их сегодня. Вот что это за зал душ, который находится здесь, чтобы сообщить о том, что команда с картами человеческих душ сломана, и по оценкам они столкнулись с непревзойденным противником. Позвольте вам в последнее время не высовываться. Просто не слушайте приказов и отзовите всех учеников на улицу. Меня ждет приостановка сбора душ, эссенции и крови на этот период, так что я сделаю это. 2 старейшин подождут, а вы примите меры, чтобы уничтожить всю боевую мощь секты Злой Луны, которая угрожает ученикам, и предоставите остальное ученикам самим решать. Опыт. Не волнуйтесь, великий старейшина никогда не откажется от дурного воспитания. Ученики послушались приказа уничтожить секту Злой Луны и были настолько смелы, что осмелились напасть на мою секту Злой Луны. Кем бы вы ни были, сегодня вам негде будет умереть. Братья и сестры, не позволяйте никому уйти. Полностью очистите секту Злой Луны, не выпускайте из рук даже пару трусов. Если вы осмелитесь уничтожить мою секту Злой Луны,
Тогда оставайтесь с ними со всеми. Братья и сестры, будьте осторожны, быстро отойдите назад. Муравьи, просто прикоснитесь своими руками к адскому грозбуху в остаточной душе мудреца и не смейте приближаться. Что вы только что сказали? Говорите громче, старший, я был неправ. У меня есть глаза, а не бусинки. Пожалуйста, отпустите меня. Я никогда больше не осмелюсь сражаться против своих предшественников. После того, как вы убили так много невинных людей, вас тоже просят о пощаде. Умирать не жалко. И вы все еще хотите избавиться от остатков души, культивирующей зло. Неудивительно, что секта Злой Луны может развиваться. Товарищ Даос, не убивайте меня, я хотел бы признать вас Господом. В будущем вас будет достаточно для того, чтобы посылать. И вы будете достойны меня посылать вещи, которые причиняют вред другим. Братья и сестры, следуйте за мной, чтобы найти все ресурсы, которые может использовать секта Злой Луны, и уничтожить все, что связано с культивированием зла. Именно старейшина Цзанба проделал хорошую работу в этом вопросе, и через месяц после уведомления был проведен конкурс секты. 100 лучших учеников, разнорабочих, могут войти во внешние ворота. За первое место награждаются Сюань Лингуо, Соул Лингуо и Пич, а занявшие второе и третье места также получают призы. Внешние ученики также делают то же самое, и награды удваиваются. 3 лучших внутренних ученика могут быть повышены до основных учеников. Идите и сообщите об этом всей секте. Старейшина Лю Лансюя, в левом крыле есть пробел. Бай Хуа Руоси, в последнее время у меня нет на вас никаких обид. И в прошлом не было никакой несправедливости. Почему я должен быть уничтожен? Огненные врата. Вы забыли, как раньше объединяли врата небесного демона, чтобы убить 2 наших учеников в тайном царстве Тянь-Юань. И вы этого не сделаете, вспомни, это так скоро. Я хочу уничтожить вас больше, чем нас. Вы убили учеников Вань Фацзуна в тайном царстве Тинь-Юань, и Вань Фацзун приказал уничтожить ваши огненные врата. Даже если он умрет, я возьму вас с собой, чтобы похоронить вместе со мной. Вулкан, старый похититель огня, сегодня день вашей смерти. Мастер Бай Юхан, а что, если эти двое объединят свои силы прямо сейчас? Старина, эта огненная пальма может дать отпор всему миру. Я не осмелюсь. Все члены огненных врат секты были освобождены, и никто из них не был отпущен. Ну что же, вы со старейшиной Лю Лансюэ разобрались со всеми ресурсами огненных врат. Мастер Бай Юхан, убрав огненные врата на этот раз, у наших 2 сект не будет никаких забот, и мы определенно станем сильнее в будущем. Владыка долины Хэхуа. Руоси прав. Я надеюсь, что обе наши секты смогут перейти на следующий уровень. Поэтому мы, Байхуагу, сначала заберем учеников обратно, чтобы залечить раны. Духовный каменный эликсир патриарха мы делим поровну с Байхуагу, и мы также напечатали экземпляр книги «Боевые искусства». Пылающий огонь действительно богат. Это прекрасно. После возвращения вознаградите тех, кто проявил заслуги, и давайте отправимся в секту Тиньян. Лорд Долины Предков, старейшины и ученики, которые были ранены на этот раз, уже выздоравливают, и жертв нет. Хорошо, давайте приступим к делу. Я не знаю, является ли этот визит Вань Фацзун благословением или проклятием. Если я понравлюсь мастеру 10 000 законов, что мне следует выбрать? Младшие ученики уже видели старших, и вам не обязательно быть вежливой, как девочки. Сеньор, это мой предок Хуа Синри с Байхуагу. Это правитель долины Хуаруаси, а это старейшина Хуаменцы. Этот человек должно быть святой, и, несомненно, самый низкий из них также является святым последних дней. Младшие школьники видели, как встают старшие. Патриарх только что прислал мне сообщение. Пройдемте со мной. Я была потрясена так быстро, совсем как в самом начале, как деревенщина, впервые попавшая в город. Я познакомилась с мастером 10 000 законов, так что мне не нужно быть вежливой. Старейшина Шень, давайте подадим чай нескольким гостям. Мастер, вчера мы уничтожили огненные врата. Сюзерен — это половина ресурсов огненных врат. Я готова передать все ресурсы, полученные от огненных врат, Гуйцзуну. Вы уничтожили огненные врата. Как я могу попросить у вас ресурсы? Я, Байхуагу, надеюсь стать вассалом секты 10 000 Дхарм, и надеюсь, что патриарх будет добр ко мне.
Вассалитет не сложен, но у секты также есть требования. Во-первых, помогите мне построить город с 10 тысячами законов под горой. Во-вторых, секта просит Байхуагу сделать все возможное, чтобы помочь. И в-третьих, регулярно сообщать информацию о восточных регионах. Если вы осмелитесь предать, то будете действовать на свой страх и риск. Я, павильон Байхуа, готова стать вассалом Ваньфадзуна и никогда не предам его. У владыки долины Байхуа хорошие корни, так что давай останемся в секте и в будущем будем служанками. Мастер Ванфа действительно влюблен в меня, и он хочет, чтобы я всегда была рядом с ним. Это я. Должна ли я принять это предложение или согласиться с ним? Я попросил Хуаруоси быть моей горничной, и обычно я просто выполняю кое-какую работу по подаче чая и наливанию воды. О чем вы думаете в своих головах? Сюзерен, на самом деле все совсем не так, как мы думали. О каком работодателе вы думаете? Скажите, да? Такая возможность выпадает раз в жизни. Сюзерен, я бы хотела стать вашей служанкой. Неужели я больше не нравлюсь патриарху? Почему вы позволяете этой женщине прислуживать вам? День? Поздравляю ведущего с выполнением 2 заданий одновременно, и 2 пакета наград были размещены в системном пространстве. Теперь, когда я стал вассалом своей секты 10 тысяч дхарм, в будущем я стану одним из них. Принесите, пожалуйста, чаю. Это редкая и исключительная возможность. Поторопитесь и насладитесь ею. Не упустите эту возможность. Об этих замечательных вещах уже упоминалось в зале Байхуа раньше. Шансун действительно щедр. Похоже, что Байхуагу действительно собирается подняться. Хороший чай тает, когда попадает в желудок, и лингтай некоторое время остается прозрачным. На этот раз, с помощью последнего сбора и чая просветления, я, наконец, смогла постичь свою собственную дхарму. Чашка чая может сэкономить десятилетия напряженной работы. Конечно же, это легендарное сокровище. Выпив еще несколько чашек, я смогу стать великой старейшиной. Мое узкое место тоже ослабло, и мы всего в одном шаге от того, чтобы прорваться. У этого ребенка есть сердце, а мне действительно осталось жить недолго. Этот персик очень важен для меня, поэтому я не буду с вами вежлива. Поскольку вы являетесь вассалами моей секты 10 тысяч законов, вы, естественно, находитесь под защитой моей секты 10 тысяч законов. В будущем, если вы сможете использовать этот жетон, чтобы отправить мне что-нибудь Ваньфадзуну, благодарю вас за вознаграждение. В будущем вы, Байхуагу, можете выбрать 10 человек, которые придут в мою секту для дальнейшего обучения. Но эти 10 человек могут пользоваться преимуществами учеников разнорабочих. После того, как преимущества будут исчерпаны, если вы хотите вернуться в секту для внесения поправок в Конституцию, у вас должен быть ценность вклада. Благодарю вас, патриарх, за вашу награду. Хорошо, сначала присядьте. Это и есть то преимущество, которым должны обладать места для получения дополнительного образования. Сюзерен, я хочу спросить, существуют ли какие-либо требования для строительства города 10 тысяч законов? У нас нет никаких особых требований, просто постройте дом побольше. С тех пор, как моя секта 10 тысяч дхарм начала принимать учеников, порядок под горой стал немного хаотичным. Постройте кольцо в центре города Ванфа. Бои в городе запрещены. Все конфликты должны разрешаться на ринге. На ринге решается вопрос жизни и смерти. Накопленные ресурсы будут использованы огненными вратами. Если их окажется недостаточно, вы заплатите за это Байхуагу. Если это будет сюзерен, то я уйду в отставку первой, чтобы подготовиться к строительству города 10 тысяч законов и организации обучения персонала. Лорд Велли, тогда вы остаетесь здесь и хорошо служите Господу. Давайте вернемся и все подготовим. Когда я приехала, все было хорошо. Почему я не могу вернуться? Патриарх, могу ли я отослать предков и вернуться обратно? Да, тогда вам следует сначала отойти в сторону. Люба Исюэ, для вас будет лучше, если вы с умом придумаете хороший способ стать вассалом Ваньфадзуна. У меня тоже возникла эта идея, когда я увидела силу Ваньфадзуна. Если это какая-то тираническая секта, то я не смею даже думать об этом. Квота на обучение предков будет предоставлена вам 3, плюс 7 ученикам, которые вышли из Тайного Царства. Они являются будущими мастерами долины Байхуа. Ни в коем случае, как я, старая женщина, могу занимать такое драгоценное место. Предок, сначала выслушай меня. Если ты будешь учиться здесь, то сможешь же преодолеть уровень мудреца меньше, чем за год. В это время великий старейшина вот-вот вступит в священное царство. Кроме того, Лю Лансюэ знаком с местными старейшинами.
А 7 учеников также знают нескольких родственников Вань Фадзуна. Что касается остальных, то я боюсь столкновения на участке с людьми. Это очень важно, что после того, как предок прорвется через мудреца, он вернется и поселится в долине Бэйхуа. Мы со старейшиной тоже будем усердно трудиться, чтобы выполнить эту задачу. Это позитивный вклад. В такой среде самосовершенствования я уверена, что в течение 5 лет преодолею уровень мудреца. К тому времени мы сможем освободить 3 места, чтобы другие могли прийти для дальнейшего обучения. Ну что же, просто делайте, как вы говорите. Мне приятно думать, что в